Приветствую вас, дорогие друзья! Продолжаем вязать зебру. В этом видео мы с вами свяжем ручки и сделаем каркас. Ну, если вы хотите на каркасе. Если хотите просто, чтобы были мягкие ручки, то этот этап пропустите и уже приступим к вязанию. Итак, я подготовила два отрезка проволоки по 15 сантиметров, ну, приблизительно. Вот так вот. Теперь необходимо сделать вот такие петелечки. У меня проволочка тонкая, напомню, 0,9 миллиметров сечения, поэтому мне легко это сделать пальцами. Вот, если у вас проволочка потолще, ну, используйте плоскогубцы. Сделали вот такие петелечки. И сейчас обмотаю пластырем, для того чтобы эта проволока не поломалась, то есть повысится износостойкость ее. Если будет, например, играться ребенок, ручки гнуть туда-сюда постоянно, то лучше делать в обмотке. И вот так вот проворачиваем и обматываем. Пластырь у меня шириной 2 сантиметра, я его разрезаю пополам, чтобы было удобней и аккуратнее. И вот таким образом обматываю дальше. Вот так разрезаю вдоль. Можно взять сантиметровый пластырь. И в общем вот таким образом обматываю. Оставляю здесь где-то сантиметра 3. Обматываю одну и вторую проволочку. Доделала каркас приблизительно вот по 3 сантиметра. Осталось без обмотки проволочка. Это потом для удобства соединения в области шеи. Каркас пока откладываем и приступаем к вязанию. Первый ряд вяжем 6 столбиков без накидов, кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Колечко затягиваем. И ставлю маркер. Второй ряд 6 прибавок. Хвостик ввязываем. Первая. Прибавка. Следующую петелечку. Вторая. Прибавка. Третья. Прибавка.
хвостик этот убираем уже. 4-я прибавка, 5-я прибавка и 6-я прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелечек. Третий ряд, 3 столбика без накида прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. 1, 2, 3. Третья прибавка. Провязали третий ряд, 15 петелечек получается. Теперь 4-й, 5-й и 6-й ряд провязываем 15 столбиков без накида. Провязала. Теперь вставляем такую же ниточку в иглу и будем пришивать каркас. Заправила. Теперь вот здесь, где мы делали петелечку, закрепляем нить. Вот так и вот так. Выворачиваем копыта наизнанку и к центру пришиваем. Вот так. Это для того, чтобы зафиксировать каркас, чтобы он не вытягивался, там не скомкивался. И еще раз. Вот так. Хорошо подтянем. И сделаем закрепку. Вот так. Ниточку отрезаю. Это останется для второй ручки. Выворачиваем обратно копытца. И теперь будем вязать вокруг каркаса. Продолжаем. 7-й ряд. 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 3. Первая убавка. Дальше. 1,
2, 3, вторая убавка. И последний раз повторяем. 1, 2, 3, третья убавка. Теперь наполняем холофайбером копыта, чтобы вот этот каркас был по центру. То есть вокруг него наполняем холофайбером. Вот так. И хорошо его вокруг распределяем. Вот таким образом. И оставляем место, чтобы удобно было вязать следующий ряд, чтобы холофайбер, напомню, не запутывался. Вот так. Потом, когда немного провяжем ручку вверх, можно будет еще наполнить и более плотнее сделать. Вот, каркас получается по центру. Восьмой ряд вяжем 12 столбиков без накида. Просто по кругу, без убавок, без прибавок. 1, 2, 3. Продолжаем. 10, 11, 12. Провязали. Дальше 9 ряд мы закрываем петлю белой ниточкой. То есть также вязали, не петлю закрываем, а столбик. То есть продолжаем теперь вязать белой и серой ниточкой. 2 петли на крючке и прикрепляем белую ниточку. Закрыли. И дальше до конца ряда вяжем 11 столбиков без накида. Первым столбиком сейчас серую тоже закрепляю. Это подтянем хвостик и серую подтянем. Вот так, так. Один. Дальше серую я убираю. И закрепляю только белый хвостик. 2. 3. Теперь хвостик тоже убираю.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Провязали 9 ряд. Теперь 10 и 11 ряды вяжем белой ниточкой 12 столбиков без накида. Провязала. И теперь наполним холофайбером. Вот, поплотнее можно сделать вот это копытце и наполняем ручку. И также дальше по мере вязания по чуть-чуть наполняем. Наполнила. И теперь копыто стало более кругленькое и поплотнее. Продолжаем. 12 ряд. Первый столбик закрываем серой. Вот так. Закрыли. Здесь проверяем, чтобы ничего не перетягивалось. И продолжаем вязать серой ниточкой 9 столбиков без накида. 1, белую убираю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше закрываем белой и вяжем 1 столбик. Маркер сейчас уберу. Тут пока в начале не очень удобно, потом будет поудобнее. Вот 2 петли серые на крючке, белой закрыли и 1 столбик провязываем. Это был 12 ряд. У нас по-прежнему 12 петелечек. С 13 по 15 ряд включительно вяжем просто белой ниточкой 12 столбиков без накида. Провязала. Снова наполню холофайбером и будем продолжать. 16 ряд. Белой продолжаем. 5 столбиков без накида. 1. Серую я перекидываю, чтобы не мешало. 2, 3, 4, 5. Дальше закрываем серой и провязываем до конца ряда 6 столбиков без накида. Вот так.
закрыли серой. И теперь один, белый убираем, два, три, четыре, пять, шесть. Провязали 16 ряд, 12 петелечек по прежнему. 17 ряд. Серой ниточкой продолжаем. 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Закрываем белый следующий столбик. И провязываем 8 столбиков без накида до конца ряда. Один, серую убираю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Закончили 17 ряд, 12 петелечек. Теперь 18, 19 и 20 провязываем самостоятельно, просто белой ниточкой. 12 столбиков без накида. Провязала, вот так получается. Сейчас наполню холофайбером и буду вязать дальше. Нам необходимо будет теперь вот эти ряды, которые мы провязали с 12 по 20, повторить почти 3 раза. То есть, как мы и ножку вязали. Я напишу здесь на экране, вы увидите, какой ряд соответствует какому. То есть, например, 21 это будет как 12, 22 как 13, 23 как 14, ну и так дальше. И просто необходимо будет эти ряды повторить, пока мы не провяжем 42 ряд. Это будет последний ряд ручки. Затем мы сделаем соединительный столбик и отрежем ниточки. Итак, провязываем самостоятельно, повторяя вот эти ряды, которые мы провязали с вами. Провязала 42 ряда, закончила, вернее, 42. Сделала соединительный столбик в конце и отрезала ниточки, серую и белую. Белую оставила еще длинный хвостик для пришивания. Вяжем точно такую вторую. Вот так выглядят обе ручки. Вот на каркасе, гибкие и хорошо держат форму. Сейчас будем их ввязывать в туловище.